Короче, я решил записать короткое видео на тему грайда бабла Барабика. Поскольку у меня тут последний ран получился мега удачным, 126 лямов в час, я решил поделиться своими маленькими трюками, как можно экономить время на разных этапах полета к туристическому маяку и обратно. Где, что я делаю, как руководствуясь опытом, набранным за все время игры в рулетку. Вот маленькие советики, где как поворачивать. Там, в принципе, у меня все практически уже в мышечной памяти. Я попробую концентрироваться на тех моментах, которые я считаю важными. Ну и, собственно, описать их. По билду, билд тот самый, который я скидывал. Единственное, что трастеры здесь у меня прокачаны, в дефолтном билде они не прокачаны. Единственная прокачанная часть это FSD, которая покупается с техноброкера. Поэтому у меня может немножко быстрее получится, чем на дефолтном на стоковом билде. Потому что прокачанный трастер позволяет быстрее улетать от станции и быстрее подлетать к ним. Но в принципе сильной погоды они не делают. Гораздо важнее правильная навигация в гиперкруизе. Щит самый легкий 3D на всякий пожарный, Power Distributor 6D, самый легкий, который поддерживает один буст на питоне. Life Support Sensor 4D 6D, соответственно, самый легкий из возможных. Докинг компьютер помогает немножечко при финальном сближении со станцией, особенно это имеет смысл на аутпостах, потому что к ним все время вылетаешь с разных сторон, и для финального изменения траектории перед самой посадкой, да, имеет смысл пользоваться докинг компьютером. Так, Headset Launcher. За все время полетов на Рабига, честно говоря, я так им не пользовался, но чисто теоретически, если забыться отвлечь на что-то перед самым впрыгом в систему, можно удариться о звезду, перегреться. Вот Headset Launcher поможет избежать лишних повреждений из-за перегрева. Но опять же, в принципе, учитывая, что мы чинимся на станции на каждой ходке, то этот перегрев сам по себе особо не страшен. В принципе, Headset Launcher можно из билда даже исключить. Powerplant самая легкая, которая поддерживает все, что у нас установлено на корабль, и всегда имеет смысл ставить Powerplant только А-класса, все остальные менее эффективны в перерасчете на вес. Ну и, собственно, все. Что важно. Я опять же в билде изначально его рассчитывал, как вот я читал в гайдах, на 3 бизнес-кабины, 3 эконом-кабины, соответственно, 4 эконом-кабины, соответственно, 2 эконом по 16, 1 8, 1 4. После чего в последних вот ходках я обнаружил, что там довольно-таки много заданий первого класса, и я зачастую не добирал миссии из-за того, что я не мог посадить клиентов, которые хотели первый класс. Я поменял 2 бизнеса на 2 первых класса. Соответственно, в них влезает меньше народу, 12 вместо 16. Может быть, лучше все-таки 2 бизнеса, 1 первый класс. Но, честно говоря, у меня прибыльность выросла с тех пор, как я поставил 2 первых класса. Там, конечно, чисто рандом, миссии выпадают, как выпадают. Но, по-моему, нужно иметь хотя бы 1 первый класс, а может быть и 2, чтобы с большей вероятностью забивать миссиями полностью все кабины. Итак, по билду, в принципе, все. Соответственно, вот это та зона, в которой можно, в принципе, еще экспериментировать. От 3 бизнес-классов во все 6 слоты до 1 бизнес-класса и 2 первых. 3 первых класса это уже перебор, потому что довольно много миссий, в которых больше 12 чувачков. Соответственно, мы их не сможем... Высокооплачиваемых, при том. Соответственно, мы их не сможем взять, если у нас будет все 6 слоты забиты первым классом с 12 местами. Ну что, давайте начнем спринт. Вот у нас 23:26 на часах. Сейчас мы быренько набираем самые дорогие миссии на Sirius Atmospherics. Так, вот эту 4. О, еще... Ух ты, как хорошо. Еще 2 за 4.
И вот, на 14 человек, если у нас не было здесь бизнес-класса, мы бы их не смогли посадить и обломались бы с миссии на 4 с лишним ляма, что, конечно, неприятно. Так, дальше продолжаем троечку, сажаем куда есть место. 3-3. И осталось у нас как бы отбросы всякие. Так, вот, неплохо. В эконом-класс 7 чуваков за 2, почти за 3 ляма. Ну и забираем последнюю камину. Все. Погнали. Включаем автоланч. Пока он высаживается, сразу открываем карту системы, карту галактики и выбираем нашу цель. Сотис А5 в фаворитах. Первая экономия времени. Движки у нас на 4 пипа стоят. На автодоке, как только он поднимается, я ему позволяю снять ландингеры, после чего выкручиваю рут на максимум и, бустуя со станции, сразу поворачиваясь к ней задом. Так, чтобы значок станции, видите, был четко за мной по радару. Как только у меня качается маслок, я тут же включаю ФСД и разворачиваюсь на бусте к нему. Жду, пока накопится буст. И бустуюсь еще раз. Вектор тяги у меня совпадает с вектором корабля, и тут же я прыгаю. С ФСД техноброкера питон прыгает от Рабига до Сотиса за 2 прыжка. Соответственно, у нас только одна промежуточная система. Как только я вижу звезду, я примерно понимаю по компасу, где находится цель, отворачиваюсь от звезды, пока на компасе цель не станет неполным прыжком. После чего жду, пока у нас закулдаунится ФСД, включаю ФСД, и только после этого переворачиваюсь к цели. Так я избегаю перегрева и пролета от звезды на слишком маленьком расстоянии. 4, 3, 2, 1, engage. Как только выхожу в обычное пространство, в систему, я тут же поворачиваюсь задом к звезде. Вот она у меня на радаре, четко за мной. И после этого только выхожу на цель. Таким образом, я сразу набираю расстояние от звезды, что позволяет мне гораздо быстрее ускоряться до максимальной скорости. Здесь у нас на пути к Сотис опять на данный момент есть планетка. Я немножечко отворачиваю в сторону, чтобы не влететь в поле гравитации, которое станет меня замедлять. Вот видите, она слева пролетает. А я сейчас слежу за ней по радару. Как только она пролетит мимо меня, то есть уйдет задний полукруг радара, вот она почти, все, ушла. Она мне уже не страшна, и я поворачиваюсь на цель. На этом этапе можно уже выбрать, собственно, ух ты, вот она, Сириус Атмосферикс. Мне уж показалось, мне тот самый баг, про который говорили, что Сириус Атмосферикса нету. Ну нет, нашелся. Подлетаем на максимальной скорости, видите, рут у меня всю дорогу выкручен на максимум. До тех пор, пока у нас время до цели не падает до 6, я выкручиваю рут на 75 на середину голубой зоны и увожу нас вниз. Зачем я это делаю? Чтобы убедиться, что Сотис А5 ко мне будет ближе, чем Сотис А... Какой там? Второй, короче. Соседняя планета. В противном случае я бы пролетел мимо нее, она бы меня слегка замедлила. И точно так же начинаю выруливать, чтобы у меня центр вот этого круга был напротив планеты. Все. Теперь ни та, ни другая планета меня не замедлят в процессе подлета к цели. Держу рот на 75, нужно быть готовым резко увеличить скорость. Как только у меня показатель скорости входит в голубую зону, или даже чуточку до этого, где-то, например, на 1,115. Вывожу рут на полную, несмотря на то, что у нас как бы вроде ускорение и все страшно, мы не пролетаем цель.
Входим в обычное пространство, рут сразу на 0, выделяем цель, пока она сканируется, открываем карту галактики, выделяем Рабига Майнс. Закрываем карту галактики, у нас перезарядился ФСД, у нас было произведено уже сканирование цели. Включаем ФСД, выводим на цель, бустаемся, летим. Ни одной секунды не потеряно. Сколько там было? 23-26. Скажите, когда мы начали это делать. Вот мы уже летим обратно, мы потратили меньше 4 минут. Опять одна промежуточная система. Опять же, отворачиваемся от Солнца. Вот Рабига, видите, она немножко смещена в эту сторону от центра, поэтому я тоже в эту сторону поворачиваюсь. До тех пор, пока кружок на компасе не станет пустым, ждем, пока перезарядится ФСД, включаем ФСД, поворачиваем обратно к цели. Таким образом, не тормозимся об звезду, и цель не будет закрыта звездой от нас. Вот мы уже почти дома. Точно так же, как только выходим в систему из прыжка, сразу поворачиваемся задом к звезде. Неважно, где станция находится, сначала задом к звезде, выжидаем, пока наберем скорость хотя бы половину световой, после чего поворачиваем к станции. Станция сейчас в очень удачном положении, прямо между нами и планетой, между звездой и планетой. Поэтому никаких дополнительных маневров в суперкруизе совершать не надо, можно лететь четко на станцию. И все, что от нас требуется, это аккуратный контроль скорости при подлете. Поскольку станция вращается вокруг газового гигант сильно тормозит при подлете. Поэтому здесь исключение из правила, и, по крайней мере, на ранних стадиях подлета нужно выдерживать рут не в середине голубой зоны, а чуточку выше. Так, чтобы у нас время подлета было 7 секунд. Как только она падает до 6, чуточку убавляем рут, потому что иначе мы рискуем сбросить его до 5 и перелететь. Держим в семерочке. Сбавляем чуть-чуть, все еще выше середины голубой зоны. Но падает до 7, 6, все. Рут в центре голубой зоны, она справилась до 6, и теперь мы спокойно подлетаем. Опять же, до тех пор, пока у нас скорость не падает до... Я обычно начинаю ускоряться на 1,15 метров в секунду, мегаметров в секунду. 5, 4, 3, 2. Вот уже почти. И рут на полную. Нет, чуть-чуть рано. Я чуть-чуть убавил, чуть прибавил. Вот на скорость уже меньше 1000. И как только появляется возможность выйти, мы выходим в обычное пространство. Сразу бустаемся к станции. Контакты. Ждем пока 7,5 километров. Квест-докинг. Взлетаем примерно до 3 километров. Или даже до 2. И сбавляем скорость до половины. И вот здесь уже можно позволить автодоку нас посадить. Перезаправляемся, заходим в станцию. И займемся миссией. Я управляю джойстиком, потому что так быстрее, чем мышкой. Скип-бак, вверх. Скип-скип, вверх, деньги. Скип-бак, вверх, деньги. Скип-бак, вверх, деньги. Скип-бак, деньги. Скип-бак. Все. На все про все у нас ушло чуть меньше 10 минут. С чем нас и поздравляю.